Эксклюзивное интервью с голливудской звездой на практически чистейшем русском. Боже, она вообще ему яйца отрежет. Мила Йовович на этой неделе в программе «Синемания» с Ренатой Литвиновой. Здравствуйте, это программа «Синемания» и я, Рената Литвинова, на канале Муз-ТВ. А сегодня мы нашу программу посвятим целиком и полностью Миле Йовович. Я боюсь перепутать ее фамилию, вдруг она обидится. Это украинско-югославская девушка, сделала блистательную карьеру, когда-то уехав со своей мамой Людмилой Логиновой в Америку. Там она процвела. Но вообще интересно, когда женщина в 30 лет, сильная, красивая, надеюсь, и умная. Она занимается и музыкой, она пишет, выпускает альбомы музыкальные, но говорит, что это ее хобби. И одновременно она еще и актриса и муза очень многих хороших режиссеров. В частности, моего любимого Люка Бессона. Она с ним сделала, на мой взгляд, самые лучшие свои роли. Зачем Рената Литвинова надела колготки? И будет ли сниматься в русских фильмах Мила Йовович? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью нашей программе. Ситуация в стране очень тревожная. Нужно нам выпить. Мила Йовович. Далее в программе «Синемания» с Ренатой Литвиновой. Я вот у вас, как у главной красавицы, хочу спросить. Вы это самое... Как сохраняете всю свою эту тонкость, потому что вы же снимаете... А как вы сохраняете вашу тонкость? Нет, если... Я думаю, что это немножко ненормально, что вы спрашиваете меня, как я в моей тонкости... Вы ужасно худая на всех своих фотографиях. Если я сфотографируюсь на голом журнале, вот этом мужском, то у меня там чик-чик на компьютере. Понимаете? Все, а мне они на компьютере делают груди больше. У меня, кстати, тоже... Неважно с этим. Напряженка с грудями. Боже, вообще-то мы хотим обсудить фильм «Ультрафиолет». Короче, там борьба. Да, но в «Ультрафиолет» я имела хорошие груди. А как это возможно? Даже в движении? Выше про. А, ну когда одежда там. Да, это был для характера груди. Да? Я знала, потому что когда я поднимаю груди, так себя ведешь немножко. На самом деле. Пухленькая какая-то. То есть все-таки получается, что это нужно для успеха фильма, коммерческого продвижения. Я думаю, что всегда костюм – это где-то ты входишь в роль. Но, конечно. Ну, шутки, да, шутки. Но груди, конечно, помогали. Но, говорю тебе, это что-то разница. Когда ты ходишь, где-то разные... Но скажите, вот я вот не понимаю, мне все время говорят, красота и худоба, она несовместимы с алкоголем. Вот вы пьете алкоголь? Не очень. Ну, конечно, эти 2 дня немножко я напилась. Ну все, отлично. Потому что я все время прихожу и говорю... Но это ненормальные новости, не каждый день. Давайте мы это вырежем. Это мне было чисто интересно, потому что я все время всех спрашиваю, видно, что я выпиваю. Мне говорят, пока не... Видно, что я напиваю. Послушайте, я вот сейчас прочитала всякие новости, например, Мадонна уже хочет быть режиссером. А да? Шерон, да. Вы представляете, я не знаю, как это вынесет ее муж. Ой, боже, она вообще ему яйца отрежет. По-моему, она его просто... Я думаю, один уже отрезал, сейчас другой. Ну, мне его жалко, он же был хороший парень. Жалко. Какой был хороший фильм был первый. А жалко. В общем, она хочет быть режиссером. Шерон Стоун хочет сделать «Основной инстинкт номер 3». Тоже как режиссер, да. Ой, как режиссер. Но хотя я обожаю и очень уважаю Джоди Фостер, она делает отличные картины. Да. Ну, а не хотите вы, например, тоже как-то... Ну, в принципе, ведь... нельзя бесконечно испытывать удовольствие, чтобы сниматься из картины в картину. Вы же очень много снимаете, вас практически не бывает дома, вы постоянно ездите. И, в принципе, начинается вот это вот для чего, вот это бесконечный конвейер. Не хочется ли вам... Да, вы знаете, я начала одежную компанию с моей близкой подружкой. Да, мы можем тоже поговорить. Йовович называется. И это мне где-то, потому что много работаем, много всегда летаем. Это какое-то туда. А это для меня, я могу сидеть дома с книгами, читать, рисовать.
Ну, где-то я хочу через пару лет семью иметь. Ну, где-то эти первые шаги, чтобы быть больше дома и не столько, ну, всегда быть где-то... А как можно запланировать через пару лет иметь семью? Или вы просто так виртуально говорите? Да, виртуально. То есть вы уже не будете во главу угла ставить карьеру? Потому что, ну, важно, наверное... Вы знаете, моя мама где-то оставила карьеру для меня. И я имею много уважения, потому что она всегда была со мной. И это очень важная вещь. Я вам хочу сказать одну вещь. Сюда приезжал Люк Бессон. Она? Да. Мы с ним болтали, у него отличная прическа, правда, он чуть-чуть пополнел. Так было бы замечательно, если бы вы сделали еще что-то вместе с ним. Да, было бы хорошо. Я согласна. А вы видели его «Ангел А»? Нет. Не видели. Ну, вы знаете, я мне где-то смущается, потому что я актриса, кто не очень много фильмов смотрит, и я должна прийти домой и много DVD купить, потому что столько много. И много русских фильмов тоже я хочу сейчас посмотреть, пойти. Какой, например? Что там? «Девятая рота». Что там победила? «Девятая рота»? «Девятая рота». «Турецкий гамбит», хотела посмотреть. Ну, пару фильмов, конечно, хотела посмотреть. Ну, это да, это вы назвали самые коммерческие фильмы, которые у нас вышли. Вот если выходят там журналы, как нужно одеваться? Обязательно вы, Хлоя Савиньи, Кейт Мосс. Ну, а кого вы любите из современных актрис? Кто для вас? Хлоя Савиньи I love. Она великолепная, она стиль имеет изумительный, и девочка, она очень такая клевая и умная, и интересная. Я даже не знаю, может быть, что-то скажем про этот ультрафиолет, расскажем. Ну да, это такой фильм, он как мультфильм. Но вам нравится? Мне сказали, что там все так безупречно, прекрасно, что там, Ну да, это что, обрабатываются как лица мультфильм, ты знаешь, это как комик-книжка. И режиссер написал для меня эту роль. Ну, конечно, было очень интересно мне, потому что я люблю экшен, я люблю тренировки и все такое. Ну, 2 года назад я читала этот сценарий, и мне очень интересовало сделать эти экшен-мувис. Сейчас, конечно, хочу делать какой-то фильм в кухне, сидит. Камерный. Да, говорит с мужем о чем-то 2 часа. Все, ничего, не двигаться вообще, только чтобы говорить. Ну, тогда хотела делать много этих экшен, и, конечно, «Ультрафиолет», она, не может быть лучше где-то экшен девочка, чем она, такая красивая, и такие трюки делает, и 6 месяцев я тренировку имела. Боже. А как это называется, единоборство? Как это, дзюдо или кунг-фу? Там мы много разных стилей в этом фильме поставили. Это очень интересно. Ну, скажите, но вы бы согласились сниматься уже в русском кино? Здесь русские фильмы собирают уже колоссальные деньги. Мне очень странно, что никто не может поверить, что я хочу делать русский фильм. Никто мне ничего не посылает. Серьезно? Ну, серьезно. Ну, я думаю, что никто не знает, знаю, что я говорю Мэрил по-русски. Стрип Я очень хорошо говорю, но все равно в Америке они где-то думают, что я не говорю по-английски. Мне сказали, что вы плохо говорите по-русски, представляете? Ну, я говорю, кое-как, но я думаю, если роль дали, я бы знала, что мне нужно сказать, я практиковала это. Ну, вы очень красивая, было очень приятно с вами. И вы не одеваете чулки, а я застеснялась одела чулки. Как дура, я думаю, надо было мне тоже идти и не комплексовать. Так вот поговорили 2 девочки о секретах красоты. Идите, смотрите «Ультрафиолет». Спасибо большое. Спасибо вам. Очень красивая. Мне кажется, мы последние. Мне кажется, надо пойти и выпить наконец. Я знала, что ты скажешь это. Ситуация в стране очень тревожная. Нужно нам выпить. А теперь я прощаюсь с вами. Сегодня мы встретились с Милой Йовович. Она на нас на всех произвела неизгладимое впечатление. Обязательно пойдем на фильм «Ультрафиолет». Встретимся с вами через неделю. Я расскажу, почему я обожаю саблезубую белку из фильма «Ледниковый период 2». Я считаю, что это самый главный женский образ в нашем кинематографе за прошедшие полгода. Все, прощаюсь с вами. Снимали эту программу в отеле «Арарат Парк Хаят». Пока.